Дорогие подписчики и гости канала «Творческий сундучок», с вами Татьяна. Девочки, произошло непредвиденное. Первый ролик на заданную тему удалился из канала YouTube, и я решила вернуть утраченное в несколько измененном виде. Надеюсь, что видео от этого не пострадает. Дорогие подписчики и гости канала, я хочу вам сказать, что это видео выходит в плане совместного проекта 5 каналов под названием «Текстильная пицца в сумке на 5». И приняли участие в этом проекте каналы Валентина Никита, «Жизнь прекрасна» Ольга Козулина, Валентина Сасарти и канал Зульфия Тинана. Я думаю, что все эти работы, которые вы увидите на канале в этом проекте, вам будут интересны. А кому не интересна тема сумки, в конце видео постфактум вы сможете посмотреть шляпу из мешковины. Делать пиццу я начну с того, что вот так вываливаю текстильные отходы, практически швейный мусор, на заготовку. Размер я еще не определяла, то есть все происходит спонтанно. Исходя из цветовой гаммы, я и буду определяться с рисунком. Ну вот, девочки, разобранные по цветам обрезки я разложила полосами. Процесс еще не закончен. И результат, как всегда, непредсказуем. При раскладывании надо добиться, чтобы толщина разложенного слоя была везде одинакова. Я решила убрать вот эти сильно яркие полоски. Мне больше нравятся пастельные тона. И еще добавлю зеленых полосок. Ну, вот как бы такие объединяющие все полотно. И вот после того, как нас уже все устраивает, я накрою это органзой. Органза у меня недостаточной ширины, поэтому я использую 2 половинки. Так, а дальше я накрываю мокрой тканью. И сейчас я все это пропарю. Не сдвигая ткани. Все это уже много раз показывалось. А дальше пропаренное полотно скалываем почаще и под машинку. Ну вот, стегала я прямой строчкой, слегка извилистой, нитками, подходящими по цвету. И это будет задняя часть сумки. А на переднюю часть сумки у меня запланирована картина. А про создание этого полотна расскажу на словах. В основном использовала органзу. Ткани подбирала по цвету, с переходящим эффектом, чтобы был плавный переход. Мелких элементов здесь немного. Ну вот, чтобы берег не был скучным, я сюда морскую звезду посадила, зелень посадила, цветы немножко добавила для яркости. Здесь в основном бело-голубые переходящие, смешанные так между собой с темно-голубым. Солнце я сделала в 2 слоя. В середине более темный и сверху светлый и пошире. И все это, значит, я закрепила по кругу.
Простегано все опять также прямыми стежками. Стежки я делала не параллельные, то есть они слегка извилистые. Расстояние между стежками я тоже не придерживалась, даже наоборот нарочито где-то расширяла, где-то приближала между собой стежки. Ну а пальмы – это здесь элементы аппликации. Это я вырезала из старого сарафана. Сейчас кто-то скажет, опять старые вещи использует. Ну вот, и, значит, таким образом у меня пальмы получились так достаточно реалистичные. Для ствола я взяла такую ткань подходящего цвета. Ну и куда же морской пейзаж без парусника? Вот вдали у меня маячит одинокий парус. Так, вот здесь на воде вот эти светлые полоски я вырезала из атласа. И они очень симпатично так поблескивают. На камеру видно или нет, я не знаю. Но вот интересный эффект получается. И вот когда я уже сделала эту картину, я поняла, что полотно, которое я приготовила на заднюю часть сумки, сюда совсем не подходит. Мне это такой вот контрастный цвет, в общем, совсем не понравился, и розового много. То есть я это забраковала и приготовила другую пиццу, вот такую. И хочу обратить ваше внимание на эффект. Вот когда они лежат, эти полоски, вертикально, то есть вот полоски и полоски, я раскладывала их также по цветам и подбирала цвета, которые присутствуют вот на передней части. И теперь смотрите. Если положить эту заготовку вот таким образом, то есть в горизонтальное положение эти полоски положить, и можно уже это полотно рассматривать как картину. То есть можно уже разглядывать детали и что-то фантазировать. Я выровняла детали, обрезав их размером 38 на 40. Сумка наша будет на подкладке, поэтому такого же размера я приготовила 2 детали подкладочной ткани. И на одну из них я пришила карман. Я соединила детали верха с 3 сторон. И сейчас буду формировать уголки. Совмещу шов донышка и боковой шов. Припуски я разведу в разные стороны. Сколю булавочкой, совмещая швы. И широкое я не буду делать донышко, где-то 6-7 сантиметров. Вот таким образом прошью. Лишнее отрежу. То же самое я сделаю со вторым уголком. И точно так же с подкладкой. Ну вот, основные детали у нас сшиты. Уголки оформлены. Сумку я вывернула. Подкладка тоже готова. И сейчас мы это пока отложим в сторону. Они будут дожидаться дальнейших действий. А сейчас займемся ручками. Я взяла вот такую полосу ткани и начну на ней выкладывать ту же самую пиццу. Ну вот я уже кое-что тут выложила. И вот такая наборная пицца у нас продолжается.
много мелких кусочков, но в основном длинные полосочки я здесь укладывала. Вот добавлю кусочки органзы, полосочки. Вот таким образом все это потом я пропарю. То есть это обычная пицца. И также простигаю. Стегать буду также длинными полосочками по длине, прямыми строчками. Вот фрагмент пальмовых листьев мне попался. Вот, тоже положу. И вот простеганную заготовку я выровняла, разрезала пополам, и у меня получились две детали шириной 3,5 сантиметра. Вот так выглядят детали ручек в готовом виде. 3,5 сантиметра на 68. Детали сумки. Подкладку я вложила изнанка к изнанке. Кармашки разместились с задней стороны сумки. И я сейчас по верхнему краю зафиксирую подкладку с верхней детали сумки. Итак, я стачала подкладку с верхом сумки. Детали сложила пополам. Нашла середину. Поставила меточку. И в каждую сторону отметки отложила по 7 сантиметров. Это оптимальное такое расстояние между ручками. Ручки прикладываю к меткам, фиксирую их. И дальше я беру деталь обтачки. Один конец я оставляю свободным и пристрачиваю по окружности. И затем вот этот край я закрываю. Показываю вам готовую сумку. За счет обтачки у меня верхняя часть сумки получилась плотная, чего я и добивалась. Получились нехилые, вот такие длинные ручки. И такая длина позволит носить сумку на плече. Многие это любят. Это действительно удобно. Первый выход на природу. Ну, а так выглядит сумка с задней стороны. По-моему, тоже симпатично. А сейчас я устроюсь удобнее и отправлюсь в гости на 4 канала по очереди. Мне очень любопытно, какую пиццу приготовили мастерицы. Я думаю, вам тоже будет интересно. Присоединяйтесь ко мне. А эту шляпку я готовила для какого-то проекта. Она из мешковины, но вполне себе носибельная. Если вам видео понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь в соцсетях, пишите комментарии. А я с вами прощаюсь. До скорой встречи.